Дорогие мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы со мной сегодня на этом сеансе расклада. Вы знаете, очень долго размышляла над тем, сделать этот расклад или нет, но приняла решение, что в первую очередь и для вас наверняка этот расклад сыграет большую роль. Вы знаете, даже волнение какое-то берет. Очень часто, когда мы делаем вам расклад на судьбу, лично вам, когда мы пытаемся просмотреть события будущего, в пространство вторгается мужчина, который пытается постоянно что-то донести. Сегодня мы дадим ему такую возможность, сегодня мы его выслушаем. Возможно, эта информация та, которую нужно принять и которая повлияет и на вашу судьбу в дальнейшем, потому как не просто так он уже который расклад дает о себе знать. Итак, дорогие мои, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Сегодня у меня в руках одна из моих любимых колод «Небо и земля». На ней я обычно делаю и личные расклады, помимо черного гримуара. Прекраснейшая колода, которую мне подарила мама уже 3 с лишним года назад, когда жизнь была совсем другая. Итак, дорогие мои, сейчас мы сделаем небольшую сигнификацию мужчины. Вот на дне колоды у нас колесница. Все, открывается поток касаемо него. Сейчас сделаем сигнификацию, чтобы вы поняли, о ком идет речь, чтобы вы его сами идентифицировали. Готовы? Давайте смотреть. А вот омороченный, карта Луна. Омороченный мужчина. Вы знаете, он сейчас в каких-то крайне неприглядных, нехороших обстоятельствах находится. И он на данный момент полностью не может нести ответственность за свою жизнь. Карта Луна – это всегда карта фальши, это всегда карта заблуждений, это всегда карта каких-то помутнений даже, я бы сказала. Вот он как будто сейчас находится, знаете, в некоем помутнении. И вот это помутнение не дает ему ясно мыслить, понимаете? У него дорога выстлана не к Солнцу, а к Луне. А под Луной не согреешься, Луна не освещает путь, Луна не ведет к свету. Потому что сама по себе Луна света не имеет, она фальшива. Она отражает свет Солнца, мы все это знаем, но у нее у самой свечения нет. И порой кажется, Луна светится, а это обман. Вот так же и он живет в каком-то обмане, понимаете? И не может выбраться из этого состояние помутнения разума, помутнения рассудка. Ему наверняка снятся кошмары на данный момент. Он выглядит очень изможденно. Вы знаете, раньше этот мужчина был кровь с молоком. Сейчас он какой-то, знаете, как будто выжатый до последней капли, вот как иссушенный, понимаете? Вот как вампир, которому насыщения долго времени не хватает. И, кстати говоря, не просто так здесь идет в потоке вампир, он энергетический вампир. Он сам питается вот энергией человека, да? Такое ощущение, что когда вы пребывали, может быть, до сих пор, кстати говоря, пребываете в определенных отношениях, он как будто из вас все соки выпивал. И как только он где-то подальше от вас, вы начинаете оживать, вот как цветочек, да, раз зацвели, только он рядом, он какими-то поступками, действиями как будто лишал вас вот этой жизни, да, как будто выжимал вас. И он сам на данный момент вот именно в таком состоянии, у него нет подпитки.
И он не может выйти из своего помутненного состояния. По карте Луна же обычно просматривается что? Либо человек пьет, и уже начались необратимые изменения в голове, в психике. Либо человек что-то там похуже, да, бывает такое. Еще это оморочки, мороки, воздействие на человека, на его психику, на его сознание определенным образом. Ему ночами очень плохо, что-то его терзает ночами, что-то не дает ему покоя. Как будто ночами, вот понимаете, его крутит, вертит, крутит. Особенно, когда полнолуние, может быть, он, кстати, к вам проявляется в каком-то вот таком неадекватном состоянии. К полнолунию, ближе на полную луну. Вы знаете, может, он сам по себе лунатит очень долгое время. Есть такие люди, да, не только мужчины, но и женщины, кто реагируют на Луну, например, определенным образом, да, и вот это помутнение случается во сне. Но он всегда жил в свое удовольствие, опять же, давайте честно говорить, 9 кубков. Ох, как ему нравилось на широкую ногу, понимаете? Он из тех, кто дайте мне, я хочу, мне надо, я буду, я, и так много раз. И вот это я уже как заезженная пластинка, уже, понимаете, может вызывать раздражение. Даже сейчас в потоке идут такие энергии вот его крайнего эгоизма. Так ему и хочется сказать. Я последняя буква в алфавите в твоем случае. У него мы – это что-то такое, вот понимаете, второстепенное. Поправлю стульчик. Что-то второстепенное. Вот мы. А вот я у него на первом месте. Вот я. И ему всегда хотелось жить хорошо, всегда хотелось наслаждаться благами этой жизни, женщинами, кстати говоря, да, то есть он считает, что женщина – это то, что ему должно быть дано априори. Он не должен завоевывать женщину, женщина должна преклониться пред ним сама. И желательно не одна. Вот знаете, ему подходит вот такая песня «Если б я был султан, я б имел 3 жен». И мне кажется, если бы ему было разрешено, то у него был бы целый гарем. И вот он у нас проявился, выпал из колоды. И он этот гарем вот выжимал бы до последней капли. С кем-то бы он проводил ночи, с кем-то дни, а кто-то бы у него был прислугой, а кто-то петрушкой фестивальной вокруг него, понимаете? Ну, король кубков, ну, это мужчины гуляющие. Давайте честно говорить, я не хочу вас обидеть или его обидеть, но вы знаете, я всегда честна. Но если мужик гулящий, ну, я же не скажу про него, что он верный как пес, правильно? Он любит соблазнять женщин, он любит показушничать, себя показать. Особенно, вот если представить, он в форме весь такой с кубиками подкачанный, ему дай волю, он будет в одних трусах ходить и показывать вот это свой пресс и тело. И вот смотрите, любуйтесь, желайте меня. Вот он хочет, чтобы его желали, чтобы по нему слюнки у женщин текли. При этом, вы знаете, у него душа-то на самом деле, она может быть крайне такой чистой и нежной. Он же, с другой стороны, как ребенок какой-то недолюбленный. Вот понимаете, он не то, что, ладно, Бог с ним гулящий, он почему-то ищет все больше и больше любви. Может, его в детстве недолюбили, его обижали. Может быть, мать или отец его пороли, как Сидорову козу на праздник. Понимаете? И он ищет почему-то везде вот этой любви. Любви, но он не осознает, какой. И он порой путает духовное и физическое.
Он в компаниях наверняка ищет одобрения и ведет себя так, чтобы все вот на него смотрели. Ой, какой ты, ой, золотые руки, ой, какой молодец. Золотые руки. Он так вынесет мозги, если ему надо бежать на гулянку. Мама, не горюй. Вот он из тех, кто может устроить дома скандал и довести женщину до слез, чуть ли не до инфаркта. Просто чтобы сказать, ну все, видишь, как ты со мной, вот, все, я иду. И уже ухожу, все, и ушел. А потом сказать, ты сама виновата. Ну ты же не смолчала. Вот такая какая-то очень странная позиция. А на самом деле, ну дурак дураком, давайте честно говорить, но не ценит того, что ему дает жизнь. И ведь вы, кто-то еще, его пытались вразумить. Вот он изображает, что он знает жизнь, что он познал эту жизнь. Он, знаете, как может себя выставить, каким философом, еще подумаешь, спорить или нет. Вот он иной раз свою правду так несет. С одной стороны, можно подумать, ты дурак, а с другой стороны, он верит в это, как понимаете, как в нечто высшее я какое-то. Вот у него на все своя правда. Он познал всю жизнь. Он кого хочешь научит. Но на самом деле вот дурак дураком. Вот постучать ему по черепушке, спросить, там есть кто? Или кукушка улетела уже? И вы наверняка пытались до него достучаться, вот до его вот там кукушки. Что ты делаешь? Успокойся, не нужно. Нет, понимаете, у него своя волна. На своей волне и буквально, вот понимаете, шаг за шагом ближе к пропасти. Такого рода мужчины, они либо остаются в дураках, находится та, которая так его разведет по полной, без штанов оставит, либо еще такие мужчины, они сами, понимаете, себя ведут в пропасть, и потом в эту пропасть как камень летят, и у них вся жизнь наперекосяк, вся жизнь. Вот такой у нас тут красавец. У меня аж кот заинтересовался, пришел, о ком это мы говорим. А на дне колоды, смотрите. А жизнь-то у него вся рушится не по дням, а по часам уже. При этом вас развели. Вы не сами разошлись. Вас развели, милые мои. Посмотрите, да, как будто вот направлена была какая-то сила на храм ваших отношений и вас раскидала в разные стороны. Вот видите? Вот. Два человека в разные стороны их раскидала. И у вас жизнь на какой-то момент в тартарары, и у него тоже. Кто-то здесь помог вашим отношениям рассыпаться в прах. Кто-то здесь пожелал вам счастья-то великого. Ну-ка, давайте смотреть, почему он проявляется в вашем пространстве, для чего, что он хочет донести-то. Ну, что ты хочешь? Давай уже, скажи честно. А вы знаете, здесь серьезный сейчас будет разговор. Туз мечей. Очень резкий, очень серьезный, очень такой категоричный диалог, разговор с ним у нас. Сейчас карты говорят, как будто будут расставлены все точки касаемо него. Вот каждый пункт мы сейчас с вами увидим касаемо его жизни. Он в полнейшем тупике. Он сейчас находится в состоянии абсолютнейшего отсутствия хоть какого-либо движения в жизни. При этом вы знаете, что я хочу сказать? Он же с вами не выходит на контакт, не выходит на связь вживую. То есть с вами пооткровенничать, поговорить он не может. И даже где-то и не хочет, он закрывается, он не хочет рассказывать правду. Здесь идет такой момент,
Вот душа желает донести происходящее, а его разум говорит: не-не-не-не-не, я не буду позориться, я не скажу правды. Но он в полнейшем тупике. Вы понимаете, на него какие карты выпадают? Башня, двойка мечей. Он как будто, понимаете, с кандалами на ногах. Или прикованный к скале, когда двигаться абсолютно не может по жизни, как жизнь остановилась. А он этого не хочет признавать, что у него жизнь стоит на месте. И постоянно Луна, понимаете, воздействие идет на него. Он под каким-то мороком находится, одураченный, действительно, смотрите, да, одураченный по карте дурак. При этом карты, смотрите, да, башня, туз мечей, двойка мечей. На нем сама судьба как будто точку поставила и сказала: все, хватит, я больше его вести, спасать не буду, все. Хочешь разрушать свою жизнь, разрушай, все, на тебе тупик. Все, не будет тебе больше спасения. Сама судьба отвернулась от него, что ли? Сейчас посмотрим. Он очень часто окунается в прошлое, когда солнце светило, когда жизнь играла яркими красками, когда он чувствовал о себе заботу и тепло, когда получал удовольствие от жизни, когда жизнь цвела. Вот понимаете, здесь показано такое цветение и цветение эмоционального плана кубки, когда кто-то созидал вокруг него очень цветущие, такие живые эмоции. О нем заботились как о человеке, как о ребенке, ему любовь без остатка давали, окружали его заботой. И он окунается в это прошлое, именно вот по карте Луна, это ночами. Вот представьте, какое мучение на самом деле, когда спишь, проживать счастливую жизнь, когда просыпаешься, проживать жизнь абсолютно зашедшую в тупик и рушащуюся. То есть такое ощущение, что его, вы понимаете, сны еще хоть как-то держат на плаву. И ему снится именно хорошая жизнь. Но когда он просыпается, можно за голову схватиться от того, ужаса, в котором он живет, в каком-то помутнении, в каком-то дискомфорте, в каком-то вот таком, знаете, очень озябшем состоянии. Для него сейчас, вот понимаете, это как вот именно небо и земля. Вот недаром я эту колоду взяла. На земле у него как ад, а вот во сне, когда он оказывается в иных энергиях, для него рай. И вот то, что он видит во снах, это небо и земля вот по сравнению, да, с тем, что вот с ним происходит-то. Вы поняли, вот какую суть-то я хочу донести? Что реальность для него суровая, а то, что он видит во снах, вот эту свою жизнь в прошлом, для него это вот как оказаться в раю хоть на какое-то время. Может быть, кстати, он и уходит в это забытие через выпивку, да, напился, отрубился, и все, где-то там во снах у него другая жизнь. Приходит к реальности, и на тебе, пожалуйста. Вот постоянные вот эти перемены, эмоциональные качели у него. Понимаете, из реальности в сон, из сна в реальность. И он как будто живет разными жизнями, как в двух разных мирах находится. Но вообще ни одной хорошей карты на него, ни одной. У него жизнь ад, милые мои, у него жизнь ад.
Он страдает. У него на сердце нет покоя, ему страшно, он не знает, как ему быть, он не видит своего будущего, он пытается от настоящего убежать, он в крайне разбитом эмоциональном состоянии. Но, что самое интересное, вот такие мужчины, кубковые, они обычно, знаете, как себя ведут? Вот у них жизнь просто превратилась вот в помойный слив. Но они будут идти и рассказывать, как у них ха-ха-ха-ха, все хорошо. Ой, братаны, все нормально. Конечно, братаны идиоты, не видят, что у тебя разруха. Вот натянет улыбку, понимаете, вот у самого такое лицо. И пошел. Ну вот не докопаешься, называется. Вот так и хочется спросить, а что ты улыбишься как дурак? У тебя что-то жизнь-то под откос. Вот он будет страдать, ему будет плохо. У него вся жизнь будет, вот понимаете, как сточная канава. Но нет, он будет показывать, все хорошо. Все потерял, все нормально, я на плаву. Вот, понимаете, он выдает иллюзию. Иллюзию в данном случае. И по тузу кубков он вот выплескивает вот эти эмоции, да, он показывает, что у него все хорошо. Радость изображает. Ой, как он окружен заботой-то. Боже мой, упасть не встать, а? Он, понимаете, вот у него в крови, что ли, вот это вранье, я понять не могу. Вот в потоке идет информация от него, от его души, что дела хуже нет, но он будет врать до последнего. Вот такое ощущение, что человек упал в грязь, и ему говорят, ну ты в грязи. А он скажет, это грязь лечебная. И вот так можно посмотреть на него и подумать, ты серьезно сейчас? Он говорит, да. И пойдет, все хорошо. Девочки, это вообще... Вот идет в потоке, ну раз такая комедия, я вам честно скажу, вот я даже представила его в грязи, вот он стоит, вот плюхнулся он по жизни в грязь, извалялся весь в грязи. Ну ты весь в грязи, это грязь лечебная. Вот реально, понимаете, и он будет вот изображать, да, вот. А если он во что-то другое упадет, то, что после собак осталось, что он скажет, тоже все лечебное, все хорошо по жизни, да? Вот так вот. Как говорят, жизнь Г, но мы с лопатой. Вот он с экскаватором, понимаете, лопаты там будет мало. Но он скажет, что это не жизнь его Г, это удобрение для его жизни. Сейчас жизнь зацветет, запахнет, сейчас мы приудобрим. Ой, не могу. Ну и смех, и грех, девчонки. Ой, вот так хочется к нему подойти и сказать, очнись. Вот его, понимаете, подсознание нужно приводить в порядок. Вот положа руку на сердце, дурак дураком, вот вы извините меня, пожалуйста. Да вы знаете, в чем его самая главная дурость? Ну, вас потерять, это вообще я не знаю, как нужно не соображать. О, материальные проблемы подъехали. Вот, понимаете, вот оно. Деньги, как сквозь пальцы вода, сколько бы ни было денег, сколько накоплений, все это потихонечку в сточную канаву. С женщиной с какой-то в отношениях, посмотрите, да, вот она его ведет, такого ведомого, уже, как говорится, вся энергетика обветшала. Он уже, понимаете, в каком-то, вот я говорю, вот таком изможденном состоянии, а она его ведет-то куда? В пропасть, в духовную, в первую очередь, нищету. С ним еще и женщина такого же порядка, понимаете? Показушница.
хваткая такая, падкая на чужое. Вот с ним рядом такая мадам, мне кажется, она... Вот если, да, если у вас есть общие дети, там, общее имущество, вот с ним такая мадам, что она и от детей его отвернет, еще и на имущество его рот откроет. Такая какая-то двуличная, двойные игры с ним ведет. Она же его не любит. Она его губит. Может, она для него тоже, да? Вот про нее сказать, она тебя губит. Ну, сказать, не исцеляет. Ну, все понятно, хорошо, ладно. Пора бы уже немножко протрезветь. Ему помощь нужна. Ему нужна помощь. Вот как нищему нужна милостыня, чтобы не помереть, так и ему нужна помощь, чтобы очухаться, понимаете? Но ему помоги, так он тут еще раз хорохорится опять. Вот постоянно на дне колоды вот эта двойка пентаклей. Так он сам вот такой вот, понимаете, ему помоги, он спасибо не скажет, так еще и выдаст это все за свои старания и успехи. Пока он по жизни не определится, пока он не прекратит вот эти все свои страсти, мордасти, ему ждать нечего. Я говорю, судьба от него отвернулась. Вот карта дьявол. Ну что, он привороженный, он присушенный, он привязанный к другой женщине по страсти. И он вел настолько греховный образ жизни, считая, что ему все простят. Вот это, знаете, вот эта логика какая-то очень странная. Я вот сейчас нагрешу, я потом сбегаю, мне грехи все отмолят, и все, я снова чистехонький. Во, кукиш с маслом. Так не бывает. Вот он считал, что ему можно грешить, он потом помолится, все в порядке, все. Но так не бывает. За грехи человек платит в любом случае. Кто-то верит в грех, кто-то верит в карму. Как это ни назови, но за все приходится платить. А он считал, что ему это все спишут со счетов. Он считал, что если он грешит в кредит, то процентики не накапают. Накапали уже. Вот, понимаете, вот его жизнь. Омороченный, дурак с рушащейся жизнью. Вот он, вот. Вот, мы видели это все. И она его и крутит, и вертит, и крутит, и вертит. Посчитала, что она прям вот, понимаете, повелевает вот этой силой, которой она его удерживает. Она что же расплатится? Они себе выслали дорожку в ад. Что он, что она. Вот такое ощущение, а два сапога пара нашлись. Да, вот она, судьба. Мы видели карту башни, а вот карта судьбы. Вот сама судьба от него как будто, понимаете, отвернулась. Вот он. Он для судьбы считается предателем. Вот, понимаете, нестойкое намерение. Предатель. Он вас, понимаете, он вас обворовал. Он украл вашу жизнь, ваше время, вашу любовь, ваши чувства. Он вас предал. Вот эта карта измен, предательства. Вот понимаете, ты если чувствуешь, что тебя тянет на приключения, ты женщину не мучай. Ну не мучай ты ее. Зачем ты ее вот выжимал вот до последней капли? Девчонки, как мне жалко, что вы прошли вот это состояние. Я сама это проходила. Когда сидишь и плачешь у окна, и понимаешь, что у самой жизни уже все катится в тартарары. Я это проходила давным-давно, но я это проходила. Недаром я выбрала путь одиночества, свободы от отношений. Да?
А связь-то между вами осталась, милые мои. Вот вы чем-то связаны. Вы чем-то связаны, вы чувствуете его. Вы, наверное, чувствуете, что ему плохо. Он, может быть, вам снится, понимаете, весь какой-то побитый, выжатый, вот как высушенный. Может, вы его видите, и вы ему где-то в глубине души даже сострадаете. Может, и говорите: ну, дурак, что ты наделала? Вы его ощущаете. У вас связь очень сильная случилась. Вот вы сумели создать своей любовью нерушимую связь. И порой это даже для вас нехорошо, я скажу. Да, вы можете ощущать его. Вот где-то на каком-то таком уровне, как будто, вы знаете, может быть, голос его слышите, как он вас по имени зовет, да? Вот иногда, представьте, да, человек по имени зовет, пытается дозваться. Вот не просто так он у нас в каждом раскладе появляется, потому что между вами связь, она есть. Но то, во что превратилась его жизнь, как бы он ни хорохорился, ничего хорошего. Вот вы представьте, что человек каждый раз делает шаг ближе к аду, ближе к расплате. Это страшно. Вот. Нести ему свой тяжкий крест. Нести. Никуда не денется. Никуда не денется. Сам наломал дров. Самому теперь разгребать. И самому теперь, вот понимаете, в полусогнутом состоянии ползти по жизни. А вот так вот и губят свою жизнь. Да, а иногда, как бывает, мне девчонки писали: гулял, 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 а помирать пришел к ней. Весь уже, как говорится, разгвазданный, весь больной. И ведь некоторые девчонки, да, они принимают из жалости, чтобы хоть помер-то нормально. Но это не это, тут еще, понимаете, тут не та история. Мы заранее не расстраиваемся. Гляди, может, и одумается. Может, ему яблоко упадет, понимаете, у него откроется третий глаз, поймет, что о, так, стоп. Где моя милая, любимая? Что это я тут натворил? А вы к нему строги. Вы его не хотите прощать, нет. Вот понимаете, он вас уже настолько против себя настроил, что явится он к вам на порог. Вот мне кажется, вы не то, что... Вы очень жалостливый человек, но первым делом, наверное, вы ему скажете: ну что, как? Жизнь не сахар, да? Вот как будто, понимаете, вот и будет такой момент, когда вы еще скажете свое последнее слово. Вы вот как понимаете, точки над «и» сама и расставите. Так и скажете ему: доигрался, добегался, ну и что теперь ты хочешь? Ох, а вы теперь сильная, с вами шутки плохи. Вы уже не будете сидеть у окна плакать или в комнате под мелодраму, когда он где-то там гульки-разгульки, гули-погули, тапки-обули. Вы уже, извините меня, долго сюсюкаться не будете. Но вы знаете, вот что я хочу сказать вот по карте Иерофант. Вот самое главное то, что он понимает, что вы для него были самым ценным подарком судьбы, что вы ему свыше были отправлены, как ангел-хранитель. И вместо того, чтобы хранить вот эту силу в виде вас, которая ему была дана, он вас как будто, понимаете, взял вот так вот, выпустил. А вы полетели, вы полетели. Вы полетели. Высшие силы заставят его встать на колени пред судьбой и вымаливать прощение заставят, это однозначно. Милые мои пришли говоруны, пушистики, девчонки. Вот на мяуканье и закончим, да, на хорошей ноте. Да, мой сладкий Бакси, да. Девчонки, я вам желаю всего самого наилучшего. Я вам от всей души желаю счастья.
Иногда вам может показаться, я где-то грубовато. Нет, я справедлива. Вот если надо, я могу и пожурить, сказать, а ну-ка возьми себя в руки. Зачем сюсюкаться? Милая мой, ты такая бедная. Нет. Я пришла вдохновлять. Я пришла нести, вы знаете, чистоту, а не грязь. Я пришла для того, чтобы вас окрылить, чтобы вы поверили в себя, чтобы вы себя больше полюбили, вдохновить вас. Это моя задача. И когда девчонки приходят на личный расклад, сначала они порой не могут поверить, да? И говорят, ну как вот вы вот так вот можете говорить? А потом спустя время мне пишут и говорят, хорошо, что вы меня встряхнули. А то я бы и сидела вот так вот в розовых очках. И иногда нужно человека вот взять и выдернуть из обстоятельств, чтобы человек пришел в себя и понял, «О, Боже мой, я чуть не сгубила свою жизнь». Девчонки, счастья вам огромного желаю, любви. Пусть вашу душу согревает человек, который будет вас любить искренне. Будьте счастливы, мои дорогие. С уважением к вам, Дана Таро.